Друзья, я под этим видео оставлю ссылку на вступление в группу «Арт Вопрос» в телеграм-канале, где вы можете размещать и свои творческие работы, в том числе, ну и комментировать вообще все происходящее в нашем сообществе. И мы будем узнавать друг друга не только по комментариям, но и по работам. Так что и это будет дополнительный стимул развиваться. То есть, чтобы было понятно, в телеграм-канале есть мой канал Вячеслав Короленков. И есть группа «Чат», в котором все вот это вот происходит, бульон такой, в котором мы варимся. Присоединяйтесь, будем общаться. А сейчас вопрос. Внимание, вопрос. Анастасия, какие цвета вы используете в живописи маслом? Ну, давайте вот, кстати, в телеграм-канале я просто опубликую весь список красок, которыми я пользуюсь, масляных красок. Так будет проще и вам прочитать. Кира Фербер. Вячеслав, как вы считаете, кроме того, что вы рано начали вдохновляться импрессионистами, есть ли у вас в вашей конструкции личности, так сказать, судьба быть импрессионистом, или это ежедневный труд и насмотренность? Конечно, труд. Я всегда любил реалистическую живопись. Репин, Серов, Врубель, Коровин. Ну, Коровин же это уже импрессионизм. Он столько почерпнул у французов. Причем поехал, когда во Францию, начал продавать картины, а он был уже вторичен. Он никого не интересовал. Работы не очень-то продавались, поэтому он стал книжку писать, надеясь, что она принесет доходы. Там тяжелое положение в семье, сын болел. Ну, в общем, тяжело. Шаляпин ему помогал. И книжка не продавалась. Ну, в общем, трагедия. Вот тебе и импрессионизм. Вроде бы такие работы мировой известности, а они были для французов вторичны. Насколько я знаю из прочитанного. Может быть, у вас есть другие истории. Расскажите, пожалуйста. Дальше Кира продолжает. Мы вместе ходим на наброски. У нее прекрасная, у Киры, замечательные работы. Такое развитие мощное. Мне очень нравится. Уже в Строгановке академический рисунок был у вас на высшем уровне. Ну да, мне какие-то там медали присваивали на каких-то международных. Ну да, хорошо, у нас хорошая была группа. Ну, было там 3 сильных парня. Такого уровня понимания конструкции, узлов, ракурсов, анатомии и так далее, на мой взгляд, можно добиться только потом и кровью. Ну, постоянная работа, это правда. С этим пониманием мы не рождаемся. Ну, так просто занимаешься и рождаешься заново. Понимание конструкции приводит к тому, что желание рисовать и понимание конструкции приходит к твоим решениям, к твоей индивидуальности. Ты начинаешь рисовать хорошо. Есть какие-то всегда столпы. Ты смотришь, ну, в Строгановке развешаны работы. Ты ориентируешься вообще на супер рисунок. Почему они развешаны по стенам? Потому что ты ходишь и балдеешь от того, как это сделано, а у меня нет. Ну, ты тянешься туда вперед. А такой уровень у студента, даже не выпускника, вообще за гранью моего понимания. Но одновременно рисунок смотрится живым, что получается не у всех. Так вот, вы себя вытаскиваете за волосы, как барон Мюнхгаузен, чтобы стать импрессионистом, подобно изучению рисунка, наполнить себя их способом выражения, или это плавно легло на вашу картину мира? Наверное, Кира, и то, и другое, потому что и вытаскиваю за волосы, то есть это ежедневный труд, и вы знаете, не всегда, далеко не всегда все получается. Делаешь наброски, все кажется хорошо, приходишь домой, раскладываешь, думаешь, боже мой, опять. То есть опять это значит, ты пропускаешь, ты не досматриваешь, ошибаешься в пропорциях, ошибаешься в ракурсах, в поворотах, не туда довернул, не так показал. Ведь в основе-то вот крепкий рисунок, это что значит? Это значит, все системы, все блоки там, да, вот человеческие, из чего человек состоит, находятся на своем месте. Значит, если это повернулось так и так, то это должна быть площадка здесь, и все это должно быть выстроено по отношению к грудной клетке. Правильно ведь? Если рука повернулась туда, а голова сюда, значит, это должно быть построено. И потом уже все эти линии и красота. Но сначала это построено. И
И это ежедневный труд, чтобы себя проверять, контролировать. А способ выражения, ну вот эта техника, то, что вы видите, то, что я делаю, это рождается само из каких-то вот ощущений, впечатлений. Ты все время пытаешься найти какой-то новый ход. Ну, ты знаешь, Кира, ты это делаешь. И наслаждение происходит в этом, когда ты нашел новое решение этой пластики, ну, новую подачу. Где-то рассказал, где-то не сказал, где-то только одна линия, где-то вообще отсутствие всего, но есть понимание формы в пространстве. Над этим надо постоянно работать, каждодневно, ежечасно. В моей школе акция, короткая рекламка. Ребята, мы запускаем антикризисную, такую поддерживающую акцию 25% на 3 урока фундаментальных, базовых, основных. Это основа целостного видения в пейзаже, композиция в пейзаже и перспектива в пейзаже. Это основа, на которой строится видение художника. Как из всего, что вокруг, извлечь композицию и найти решение, творческое решение. На многочисленных примерах во всех 3 уроках мы разбираем основы художественного видения. Стиль, в котором вы работаете, не имеет значения, вы останетесь при нем, при своем стиле, при своих интересах, приоритетах. Но на этом фундаменте, прочном фундаменте, вы сможете построить любой красоты и дизайна здания, свое здание, рисунка, живописи, композиции. Это пакетное предложение, минус 25%. Акция продлится 2 недели, до 15 апреля. На все остальные уроки скидка 10%. Елена Ленок. Вячеслав, смотрю, как пишете модель. Очень нравится урок, но мне хочется приставить лист и увидеть изображение полностью ног в этом направлении живописи. Ну, можно и ног, ноги, и руки, и все на свете. Вы же компонуете лист. Вам хочется, а мне не хочется. Это же мой рисунок. Я часто делаю некие фрагменты. Более того, если модель стоит не очень в выразительной позе, а это момент важный, когда все движения, вся пластика максимально интересны. Если я вам вот так вот руку поставлю, ну что здесь рисовать? Поэтому, если я вижу, что это неинтересно мне, ну нет пластичности, да, вот она стала, я же ее не поверну, сидит там 30 человек. Просишь иногда сделать, бывает модель пластичная, бывает вот прям бум, вот так вот, как бревно стоит ровно и все. Ну надо же показывать движение, ну нет движения, что я делаю? Портрет рисую или какой-то фрагмент. Это обусловлено моим пониманием, видением красоты. И если ее недостаточно в пластике, в движении нет, ну что делать? Я, значит, делаю какую-то фрагментарность. Это раз. Второе, фрагмент сам по себе может быть очень интересен, потому что возникает некая крупность формы, и за счет этой крупности появляются выразительные линии, выразительное ее решение этого фрагмента формы. Ну, то же самое в живописи, в пейзаже. Смотришь, например, дом громадный с 1000 окон и какое-то крыльцо выразительное с какими-то финтифлюшками. И часто художники, там Коровин тот же, рисовал фрагмент. Вместо этого всего глаз-то видит эти 1000 окон однообразных, а он выбирает фрагмент. Опять история с этим же связана, что не очень все выразительно. Художник ищет наибольшую композиционную выразительность. Работа над композицией в наброске, ну и как и в большой работе, это чрезвычайно важно. Это основа. И фрагментарное ее решение может быть каким-то козырем, что ли, какой-то изюминкой в композиции.